Всем привет! Вы снова на моем канале. Я продолжаю свою традицию пить чай. Надеюсь, у вас тоже есть возможность попить чай, пока вы смотрите мое видео, или кофе, или что вы там любите. И сегодня я хочу с вами поболтать про накопление. Даже вот пиджачок одела для солидности. Хотела бы рассказать вам свою точку зрения про накопительные программы. Итак, именно в этом видео я хотела бы затронуть такую программу накопительную, такую программу, которой знаю сама лично, которой пользуюсь и, соответственно, могла бы не то чтобы порекомендовать или посоветовать, но рассказать, так как мои видео про то, как я коплю, какие я считаю мысли по поводу накоплений положительными, набирают неплохо просмотров, я решила, что наверняка вам эта тема, значит, интересна. И вот решила подробнее рассказать о тех программах, которыми пользуюсь лично я. И одна из этих программ, которая больше всего мне, например, нравится, называется «Накопительное страхование жизни». Название, безусловно, такое немножко пугающее. Многим людям, я знаю, сложно воспринять фразу «страхование жизни». Это, видимо, у них, я подозреваю, что у них какой-то еще стресс остался с 90-х годов. И вообще с 91-го года и далее. Там много было моментов в нашей стране, когда так получилось, что, назовем вещи своими именами, страна хорошо так обманула своих граждан. На данный момент все, безусловно, по-другому выглядит вся система, в принципе, и страхование жизни и так далее. И поэтому, вот если, например, сравнивать со страхованием машин, к примеру, то все-таки страхование жизни, оно более целесообразно, оно более понятно, чем, к примеру, вы платите за страхование машины, которое может быть когда-нибудь, возможно, что-то с ней произойдет, и возможно, вам хотя бы часть из тех финансов, которые вы оплачиваете, они будут вам каким-то образом возвращены. И то там еще 100 раз нужно доказать и так далее. В программе «Накопительное страхование жизни» это чуточку проще. Я считаю, это даже гораздо проще. С самого первого внесения платежа человек уже застрахован на весь срок. Я сейчас поподробнее расскажу об этой программе. Возможно, она вас заинтересует. В комментариях, соответственно, сможете задать вопрос, если вам интересно. Так как я по себе знаю точно некоторые программы, накопительный, и далее, возможно, если будет вам интересно, я в следующих видео расскажу, то я смело могу с ими, конечно, безусловно, поделиться и рассказать свою точку зрения об этом. И, соответственно, сейчас поподробнее расскажу про вот эту программу «Накопительное страхование жизни». Что она под собой подразумевает? Человек, который хочет, в принципе, накопить себе финансы, он думает о будущем. Все прекрасно уже понимают, что немножко по-другому сейчас пенсионная система в нашей стране действует, и как она будет дальше развиваться, сами знаете, как это немножко сейчас по-другому все выглядит, как нежели наши родители думали, что будет. Они не заботились, грубо говоря, о будущем, они знали, что страна о них позаботится. Сейчас каждый заботится о себе сам. И каждый адекватный, нормально, здравомыслящий человек, он понимает, что ему нужно подумать о своем будущем заранее и желательно уже сегодня. И даже, возможно, и не завтра. Потому что, прежде всего, мы подходим к такой системе, когда думать нужно о завтрашнем дне уже сейчас. Итак, поподробнее. Сама программа «Накопительное страхование жизни» выглядит таким образом. Человек хочет накопить себе денег. Уточню также, что все ведущие аналитики мира советуют людям откладывать от 5-10% заработной платы или дохода своего, неважно, в месяц для того, чтобы обеспечить себе адекватное будущее. Собственно, благодаря такому подходу многие банки, соответственно, имеют программу накопительное страхование жизни. В каждом банке она немного различима. Я пользуюсь Сбербанком и расскажу о программе именно Сбербанка. Чем лично мне она импонирует? Тем, что я могу откладывать ежемесячно определенную сумму финансов, 5-10% от своего дохода, и раз в год, либо раз в квартал, либо раз в полгода, уже по желанию, но чаще всего это удобно делать раз в год, делаю внесение на счет на свой, и так как мои финансы будут копиться в банке,
Соответственно, банк будет, безусловно, пользоваться моими финансами. Я ими тот период времени, который я поставила для накопления, воспользоваться не смогу. И поэтому банк будет платить мне проценты, вкладывать мои финансы в инвестиционные продукты, которые будут давать доход. Плюс я буду застрахована по здоровью. Чуточку сейчас поподробнее. Сама программа «Накопительное страхование жизни» – финансовый резерв на будущее для себя и своих близких. Программа эта долгосрочные вложения и совмещает в себе сразу два инструмента. И страховая защита здоровья, да, и накопление денег. Вот если человек просто копит себе дома там в баночке или там под подушкой, под матрасом, куда он там складывает, неважно, те же 5-10% от своего дохода, что в итоге он получает? Он добрую часть этих финансов теряет благодаря чему? Инфляции. Инфляция официальная там бывает разная, но на деле, когда вы приходите в магазин и покупаете продукты, вы прекрасно понимаете, что инфляция гораздо превышает ту, которую нам рассказывают официальные источники. И это факт. Таким образом, чтобы ваши деньги работали на вас, чтобы вы с умом подошли к вашим накоплениям финансов, нужно деньги вкладывать во что-то. Если человек не очень хорошо понимает, куда их там вложить, зачем, заморочки, у него куча дел, проблем, забот, у него там семья, ему нужно зарабатывать деньги, кормить семью, и да, он хочет отложить на будущее, прежде всего в этом как раз и помогают программы банков. То есть вы не думаете, куда вложить эти деньги, зачем, каким образом отслеживать их там. За вас в долгосрочку все это решает банк. Банк будет следить за тем, чтобы прибыль была, потому как у банков, у всех банков, прежде всего нацеленность на то, чтобы клиент был с ними вечно. Вот пока не умрет, он с ними должен оставаться. Долгосрочные отношения. Говорит это о том, что этими долгосрочными отношениями любой банк дорожит. Ну, как я, повторюсь, работаю именно с Сбербанком, я понимаю, что это самый крупный банк, самый надежный, ведь в 91 году, не забывайте, страна развалилась, а банк стоит. И, соответственно, как бы ни было, в любом случае, я считаю этот банк самым надежным. И, конечно, свои финансы всегда хочется куда понадежнее вложить. Итак, вот, у нас у всех есть цели, на которые мы копим. Цель бывает разная. Просто будущее, или купить машину, или купить квартиру, или накопить на обучение ребенка. Куда угодно может быть цель. Такие программы чаще всего открываются от 5 до 30 лет. Чаще всего это приравнивается к пенсионному возрасту. То есть вы приходите, и вам специалист рассчитывает, соответственно, сколько вам сейчас лет, и сколько вам будет там в 55, если вы женщина, да? То, соответственно, вот этот период времени вы можете как раз на весь срок и открыть. Можете чуть раньше, как, соответственно, удобно вам. Особенности такой программы – это страховая защита на весь срок этой программы. Очень хорошо, что в таких программах, такой вот конкретно вот в накопительном страховании жизни, есть очень хорошие налоговые преференции. Что это означает? Что эти финансы не делятся при разводе, на эти финансы не действуют аресты, то есть если там вы не успели заплатить за штраф по превышению скорости, к примеру, эти финансы не будут у вас арестованы. И на эти финансы не налагаются штрафы, опять же, что очень удобно. Эти финансы отдельно от ваших, от всех там, вкладов, карт и так далее, счетов, эти финансы отдельные, и они только ваши. Еще плюс расскажу программы. Наследование таких финансов. Все знают, если кто не знает, я сейчас уточню, что вклад, который вы открываете в любом банке после ухода из жизни клиента, полгода должен, соответственно, там быть, и через полгода только родственники или кто имеет право приносят нотариальную заверенную бумагу, в которой написано, что он наследник и какая доля ему присуждается, соответственно, и также справку о смерти. Потому что в течение полугода могут быть выявлены еще какие-либо наследники.
этого человека, который ушел из жизни. Здесь с такими финансами очень просто. В течение 10 дней родственники или те, кто имеет право получить в наследство эти финансы, соответственно, предоставляют все нужные документы. И таким образом это упрощает получение финансов. Чаще всего такие страшные моменты, как уход из жизни человека, наступают резко, неожиданно и так далее. Таким образом, вот как раз удобно, если у клиента есть такие накопления, воспользоваться, соответственно, родственникам не через полгода, а в течение 10 дней. Также, в принципе, можно эти финансы забрать и досрочно. То есть никто не говорит, что деньги будут там вечно, весь срок в банке работать, и прямо к ним прикасаться нельзя. Если у клиента имеется острая необходимость забрать финансы, безусловно, он сможет их забрать. Единственное, что это всегда финансово невыгодно, но забрать он их может. В принципе, у этой программы очень простое оформление. Клиент приходит в офис, и ему там, в течение 20 минут буквально можно оформить эту программу. Итак, как все устроено? Вы приходите в банк, ваш финансовый консультант уточняет вам, какая есть программа, вы выбираете эту программу, ну вот такую, как накопительное страхование жизни, программу, которая позволит вам достичь вашей цели, и делаете первый взнос. Второй шаг – это человек делает периодичные взносы. Периодичность он выбирает сам, повторюсь, я уже говорила об этом, полгода, год и квартал. Тут он выбирает сам. Чаще всего, удобнее всего раз в год вносить. Если клиенту немножко сложно или там нет желания, нет времени именно подкапливать раз в год, для этого открывается очень удобная тоже программа копилка. Раз в месяц определенная сумма перечисляется на счет, раз в год эту сумму взяли, внесли, нет проблем. Ну и третий шаг, вы получаете накопленную вами сумму с инвестиционным процентом, если он предполагается. Что удобно, что программа супер лояльна. В течение срока договора вы сможете менять срок программы, то есть бывают такие моменты, когда ну, вот вы передумали и решили уже не 7, не 10 лет копить, а 15, например. То есть в течение срока можно за 30 дней до окончания года, когда вы вносите, соответственно, можно скорректировать срок, скорректировать сумму взноса, потому что, как правило, чаще всего вообще любой человек, который работает, у него с каждым годом повышается доход, и адекватный нормальный человек, он понимает, что ему нужно откладывать чуточку больше, и, соответственно, чаще всего так получается, что люди увеличивают раз в год сумму взноса, что, собственно, для него же и плюс. В течение также срока можно еще дополнительную защиту подключать для здоровья. Об этом я, повторюсь, чуточку позже расскажу. Также управлять договором можно через личный кабинет. То есть вы всегда в курсе, что происходит с вашими финансами. Еще одна очень хорошая налоговая преференция присутствует в этой программе. Это можно для работающего официально человека забрать раз в год 13% от суммы взноса. То есть, если вы, самое выгодное, это первый год, наверное, открыли программу в декабре и, соответственно, внесли первый взнос, то в январе следующего года вы уже можете со справкой 2 НДФЛ прийти в банк, вам выдадут все нужные документы, и там как уже будет решено, либо клиент сам, либо специалист банка составляет налоговую декларацию, и клиент подает ее. Таким образом, более выгодно получается откладывать, копить так финансы. Во-первых, в любом случае человек их копит, в любом случае человек их откладывает, нормальный, адекватный человек, я имею в виду. Здесь есть возможность переложить ответственность свою за здоровье, за накопление, за то, чтобы инфляция не съела ваши деньги на банк. И за это, соответственно, получить возможность вообще заниматься своими делами, не думать о том, как деньги будут работать, что там нужно делать. Вы можете просто отслеживать Сбербанк онлайн, и все, больше делать ничего не нужно. Раз в год делайте взносы и ждите, соответственно, окончания срока. И также каждый год, если вы работаете официально, забирайте 13% суммы вашего взноса, но не более 15 600. Грубо говоря, 100 тысяч внесли,
13 тысяч назад забрали, там даже можно 120, да, что 15 600 выходило. И вроде бы и сумма адекватная, таких программ можно иметь несколько, и, пожалуйста, имейте возможность получить доход дополнительный к инвестиционному проценту, который будет в конце срока у вас насчитан, что тоже очень выгодно, потому что на обычный вклад вносить, если финансы такие вот, как бабушки у нас вкладывают, там, чтобы на похороны себе, да, ну, 3-4, там, 5%, это, понятное дело, вообще никуда. 13% получить со своих финансов за год, это более приятно. Плюс в конце срока инвестиционный процент. Итак, как это работает? Есть срок определенный, чаще всего это от 5 до 30 лет. Каждый человек, безусловно, выбирает такой срок, который ему удобен. Как я уже объясняла, это можно сделать со специалистом в банке. Далее он делает периодичные взносы. Опять же, повторюсь, периодичность он выбирает сам. Соответственно, когда приходит конец срока, он получает и свои накопленные финансы, и инвестиционный процент, так как деньги его работали в инвестиционных продуктах и, соответственно, зарабатывали дополнительный доход. Также раз в год люди, кто работает официально, может получить налоговый вычет 13%, не более 15 600, как я уже сказала, это по закону так. И самое приятное, что весь этот срок, который человек копит себе деньги, он застрахован по здоровью. То есть, что бы с ним ни произошло, как я уже говорила в начале видео, уход из жизни или, не дай бог, какая-то группа инвалидности, человек получает выплату и имеет возможность, допустим, если там травма какая-то произошла или еще что-то, травмы бывают затяжные на год, на два и далее, и пережить проблемы со здоровьем, получить выплату, чтобы эти проблемы со здоровьем гораздо проще решились. И, соответственно, те деньги, которые он откладывал, копил, да, каждый год, дальше работали на него. В случае, когда человек получает инвалидность первой, второй или третьей группы, он получает выплату, уже по сути уже не сможет иметь такой доход, который у него был. Доход уже будет складываться с, к примеру, пенсии, которую будет платить государство. Исходя из этого, так как человек был застрахован весь срок, те года, которые он не сможет далее вносить финансы, за него это будет делать страховая компания. То есть цель в любом случае будет достигнута. А это, я считаю, очень важно в наше время, когда поставленные цели мы все-таки добиваемся и достигаем. Вот все, что я хотела рассказать о программе накопительное страхование жизни. Если возникают вопросы, вы можете писать мне их в комментариях. Я обязательно прочту, отвечу. Также ставьте лайки, если понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Если это видео тоже начнет набирать хорошее количество просмотров, я пойму, что вам эта тема интересна, сниму еще про другие инвестиционные продукты, которые я знаю, которыми я пользуюсь лично. Но в силу своей работы я, соответственно, с ними еще и работаю, поэтому могу поделиться какой-то определенной информацией с вами. Также хочу напомнить, что ваши лайки и комментарии продвигают мой канал, и для меня это очень важно. А я, в свою очередь, всегда стараюсь, чтобы на моем канале были субтитры, потому что не всегда есть возможность слушать видео, иногда можно просто включить и читать субтитры, и делаю перевод на другие языки. Для чего? Потому что я знаю, что меня некоторые мои друзья из других стран смотрят, и чаще всего там английский, французский и немецкий язык у меня тоже хорошо пользуются популярностью, поэтому в моих видео всегда есть и субтитры, и перевод. В общем, все для вас, мои дорогие. Также, если бывают полезные ссылки, я их всегда оставляю в описании. Такие, как, например, посылка от Деда Мороза. Так что вы можете также пройти в описании и посмотреть. И еще переходите в мои социальные сети. Я буду вас там рада видеть. Там мы сможем поболтать. Facebook и мой Instagram, он всегда открыт для всех, кто хочет пообщаться. Ну что же, будем прощаться. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Всего хорошего. Пока!